Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сплести сумку из полиэфирного шнура, которая у нас будет сплетена из репсовых узлов. В основном это репсовые диагонали. Но на самом деле можно придумать все, что угодно. Главное понять принципы. Если вы, возможно, плели уже какие-то сумочки по ММК, то вы знаете, как они выполняются. Ручка у сумки не длинная, но потом можно будет сделать и длинную ручку, вторую. Для начала нам с вами потребуется сделать как раз-таки ручку. Мы берем 4 отрезка с вами длиной 310 сантиметров. Мы находим середину наших отрезков, и сейчас мы чуть-чуть будем опускать сантиметров на 10 всю нашу все наши отрезки, чтобы начать плести ручку. И это будет как бы в одну сторону на сплетение, а потом мы перевернем и в другую сторону продолжим. Я вот опускаю свои отрезки и начну плести квадратный узел, так как здесь у нас будет цепочка из квадратных узлов. Ручка будет состоять из 24 узлов, но в одну сторону мы сначала проплетем 12 и в другую сторону тоже проплетем 12. Смотрите внимательно, что значит в одну и в другую сторону. Полиэфирный шнур, кстати, у меня используется 5 миллиметров, такой достаточно толстенький, сумочка получается объемная и, как бы имеет вес. Вы, конечно, можете сделать из любого другого шнура, но тогда изменятся точно размеры. Вот если вы там будете изменять рисунок, то тоже все изменится. Вот в одну сторону я проплетаю сейчас, а далее как бы в другую сторону переворачиваем ручку и еще доделываем 12 узелков. Ну вот, доделали ручку. Надеюсь, что вы поняли, как она выполняется. Далее, вот как показано на моей одной части, нам нужно понадобится рейл, либо как-то свое рабочее место сделать так, чтобы мы могли нити отвести, как бы прикрепить за что-либо. И сейчас мы будем надевать отрезки шнура по 290 сантиметров вот таким креплением, как я сейчас показываю. Сначала изнаночная, а потом делаем в бок еще репсовое такое, оп, и в другой бок тоже. И так мы будем надевать каждый отрезок. У нас на боковые вот эти будут по 7 отрезков надеты, а внутренние, тоже вы потом увидите, будет надето по 4 отрезка в одну и во вторую сторону. И под видео, кстати, будет все расписано, сколько чего нужно. Естественно, я на видео показываю вам только одну часть, да, вторую вам потом придется сделать самим еще.
После того, как отрезки надеты, по 7 боковых и по 4 внутренних, сейчас соединяем репсовым нашим узлом и начнем выполнять вот наши репсовые ромбы. Смотрите, я беру 4 нити, и пятой я начинаю плести ромб. То есть вот если от центра брать, и у нас всегда нужно будет проплетать 4 нити. То есть у меня такой узор. Если у вас будет другой, то как бы это все изменится. Вот 4 нити и пятая ведущая, на нее наплетаем. Эта сумка, ну, плетение этой сумки, естественно, лучше для тех, кто знаком вообще максимально с репсовыми узлами, с плетением, потому что новичку, возможно, будет непонятно, и так как видео я не стала делать супер медленным, поэтому вот знаете, что нужно для этого знать, как плетется репсовый узел точно. Далее я буду продолжать, и вы увидите, какой рисунок получается. Какой тут может быть важный момент. Видите, я одну линию провожу как бы поверх. И вот я буду всегда вот эти диагонали проходить поверх, то есть которые у меня идут по диагонали справа влево, да, вниз, они у меня будут поверх тех других диагоналей. И тут главное не ошибиться, иначе получится неразбериха. Вот, ну, я думаю, что у вас все получится, и вы все сможете. Мы будем доделывать до того момента, пока мы можем делать наши ромбы.
Ну, если вы дошли до этого этапа, то я думаю, здесь уже все ясно и понятно, как продолжается. Вот, 2 моя часть сумки, и тут нужно доделать еще пару линий, все, чтобы было в одну сторону. Это важно. А далее мы будем соединять. Но для начала нам нужно будет еще надеть по 2 отрезка с каждой стороны, по 230 сантиметров, таким же образом, как мы надевали 7 отрезков. Зачем мы их добавляем? Это потому что чтобы у нас получились ровные ромбики, так как иначе у нас бы не получилось этого. Я решила добавить их в конце, чтобы, ну, они не мешали нам в начале и не путали нас. Поэтому мы их добавляем с одной, со второй стороны и на второй части сумки тоже. То есть в итоге у нас все получается 7, да еще плюс по 2 отрезка, да, добавленных, это 9, 9, 9, и на другой части тоже 9, 9, а внутри 4, 4. Вот, мы их добавляем, и потом будем просто проделывать соединение, а также репсовым узлом, чтобы у нас рисунок никуда не убегал, совмещался, и все было с ним хорошо. Мне кажется, что тут максимально понятно, как это происходит. Сейчас у нас мастер-класс
Вот, я снимала уже после отпуска, свет немного изменился. Посмотрите, я тут показываю, что у меня остались короткие отрезки, но не беспокойтесь, вас это не коснется, потому что я вам уже изначально сказала хорошую длину, то есть с моими ошибками, да, то есть я всегда так делаю. Если вы думаете, что на моих мастер-классах у вас там останется супер длинно или не хватит, нет, это не так. Я учитываю эти ошибки и в самом мастер-классе изначально уже говорю ту длину отрезков, которая будет лучшей, да, оптимальной, которую стоило бы взять и мне, но я рассчитала все неверно. Как вы видите на видео, я продолжаю плести, и вот сейчас у меня уже получилось непрерывное мое полотно, которое мне остается только соединить донышко. Как мы будем соединять? Есть много вариантов, вообще можно придумать свои. Я же беру просто 4 нити, 2 с одной стороны, 2 с другой, и которые сзади нити, и я проделываю ими цепочку из 2 квадратных узлов, сильно-сильно затягивая. Потом я просто подрежу, и так как это полиэфирный шнур, нам нужно будет обязательно прижечь, чтобы у нас ничего не распускалось. Я, кстати, об этом забыла сказать, но да, полиэфирный шнур нужно прижигать огнем, чтобы он никуда не распускался. И продолжаем делать такие соединения квадратным узлом, ну, 2 квадратными узелками до конца. У нас четное количество нитей должно быть, поэтому все нормально здесь получается. Вот также я могу вам сказать, что вы можете сделать донышко так, как вы пожелаете. Может быть, у вас есть какие-то другие идеи. Я на своих сумках, конечно, по-разному всегда делаю, но здесь захотелось вот так. После того, как сделали соединение всеми нитями, я подрезала, прижгла, чтобы не распускалось. И давайте сейчас вывернем и посмотрим, что же у нас получилось в итоге, какие размеры и вообще правильно, неправильно. Могу сказать точно, что у меня есть одна ошибка, но она, возможно, не сильно заметная. Я, в общем, одну линию провела неверно. Так что вы заметите или нет, вам же я желаю, чтобы сумка получилась достаточно ровной. Надеюсь, что вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь, естественно, на мой канал, так как вы знаете, что я выпускаю видео довольно часто. Вот, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Еще что, пишите комментарии, как вам сумка. Мне будет интересно почитать. Спасибо большое за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока-пока. Еще тут немного размеров вам покажу. 20 она получилась в высоту и где-то 40 с чем-то в ширину. Такая интересненькая, конечно, сумочка. Ну ладно, пока-пока.